Взлом стереотипов. Несмотря на то, что о маятниках уже и так сказано достаточно много, я хочу привести новые примеры того, как они умеют сбивать с пути. Задайтесь вопросом, не навязывает ли вам маятник чужую цель под каким-нибудь благовидным предлогом. Например, добрую душу призывают на помощь. Это могут быть беззащитные животные, раненые солдаты, голодные дети или кто-нибудь еще нуждающийся в заботе. Или где-то сражаются за свободу, и там требуется ваше отважное сердце. Добрая душа сразу же мчится на крыльях туда, где в ней нуждаются. Так вот, на самом деле это не добрая душа, а добрый разум, притом вовсе не добрый, а просто бездушный. Этот разум забыл о своей душе и бросился помогать душам других. Это все равно, что своих детей в беде бросить, а чужих спасать. Добрый разум загнал свою душу в футляр и остался один на один со своими разумными мыслями. Образовалась внутренняя пустота, а ее надо чем-то заполнять. Маятники тут же предлагают всевозможные виды компенсаций. Вам покажут самый широкий ассортимент способов потратить свою энергию на чужое благо. Но не от того ли человек так живо откликается на чужие призывы, что у него внутри пустота. То, что общепринятые стереотипы выдают за доброту и отзывчивость, на самом деле может являться душевной пустотой. Душевная пустота разума компенсируется заботой о других, в то время как потребности его души остаются неудовлетворенными. Маятникам выгодно выдавать заботу о других за широту души. Как видите, маятники могут искусно формировать очень убедительные стереотипы. Но это все красивая демагогия. А как же ваша собственная душа? Неужели ваш разум бросит ее ради других? Поэтому я так настоятельно рекомендую отвернуться от маятников и выпустить душу из футляра. Полюбив себя, вы найдете свою цель. На пути к ней вы сотворите массу поистине добрых и полезных дел. И, конечно, поможете многим бедным и несчастным, потому что у вас появятся большие возможности. Но пока цель не определена, будьте очень сдержаны по отношению к любым призывам. Ваша внутренняя и внешняя важность должна быть на минимальном уровне. Маятники особенно нуждаются в дополнительной энергии во время своих битв. Вот два маятника собираются затеять битву. Один объявляет себя справедливым освободителем и обвиняет другой в том, что тот является диктатором и потенциально опасным агрессором. Справедливому маятнику на самом деле нужно просто проглотить своего конкурента, завладеть его нефтью или другими ресурсами. Но об этом умалчивается и разворачивается широкая кампания пропаганды в защиту свободы и справедливости. Человек, который проникся важностью и попался на крючок маятнику, говорит себе: «Я освобожу угнетенный народ, я покажу этому диктатору и агрессору». Тем временем другой маятник формирует свой лагерь приверженцев. Маятник-диктатор утверждает, что он на самом деле хороший, а вот тот, кто объявил себя освободителем, как раз и является агрессором. Другой человек, наполненный важностью, кипит от возмущения, как они объявили войну, а меня не спросили. Я пойду на улицу и буду яростно выражать свой протест. Он может даже броситься на войну и отдать свою жизнь за чужую свободу. Как видите, приверженцы как одного, так и другого лагеря вовлекаются в битву маятников по той причине, что внутренняя и внешняя важность у них завышена, а внутри душевная пустота, которая в конечном итоге не заполняется, а напротив еще больше усугубляется. Ведь что получают приверженцы, вовлеченные в битву? Сторонники войны убеждают себя: их обманули, на самом деле эта война не нужна, она приносит беду всем участникам. Сторонники мира тоже получают щелчок по носу. Тот самый беззащитный народ, на который напал маятник-агрессор, спешно отрекается от своего побежденного правителя и уже громит посольство страны-защитника мира, ворует его гуманитарную помощь, а перед агрессором начинает присмыкаться. Совершенно очевидно, что все высокие идеалы, за которые сражаются приверженцы в битве маятников, подобны мыльным пузырям. Внутри душевная пустота, а на поверхности радужная оболочка из надутой важности. Разве вся эта возня необходима душам приверженцев? Когда определенная вами цель служит не конкретно вам лично, а другим,
Можете ее проверить простым способом. Если забота о других навязана извне, неважно, каким способом, значит это чужая цель. Если же забота о других идет изнутри, из глубины души, тогда эта цель может быть вашей. Например, я просто люблю возиться со своими питомцами, мне это не в тягость. Или я люблю своих детей, внуков, и мне нравится о них заботиться, видеть, как они растут, радоваться вместе с ними. Однако, когда они вырастут, вам придется искать другую цель. Никто, кроме вас, не может указать вам на вашу цель. Существует только один способ найти ее – сбросить важность, отвернуться от маятников и обратиться к своей душе. Любить прежде всего себя и заботиться в первую очередь о себе. Только так можно найти дорогу к своей цели. Ошибка разума состоит еще в том, что он сразу пытается оценить реальность достижения цели и рассчитать наперед все способы и средства. Ведь все должно быть разумно. Если реальность достижения цели ставится под сомнение, тогда цель либо отвергается в принципе, либо откладывается в дальний ящик. С таким отношением человеку никогда не удастся настроиться на целевую линию жизни. Напротив, размышляя о средствах достижения, человек настраивается на линию неудачи. Ведь в мыслях прокручиваются всевозможные сценарии поражения. Цель не будет достигнута обычными средствами, и чудо тоже не произойдет. Труднодостижимая задача действительно редко реализуется в рамках привычного мировоззрения, и это в самом деле должно быть именно так, поскольку параметры сомневающегося никак не соответствуют целевой линии. Чудо произойдет только в том случае, если вы сломаете привычный стереотип и будете думать не о средствах достижения, а о самой цели. Тогда то, что прежде казалось нереальным, вдруг проявит себя с другой стороны. Неожиданно, как будто случайным образом, откроется вполне реальный путь достижения цели. В обыденном мировоззрении это будет выглядеть как чудесное совпадение. В таком случае разуму останется только развести руками. Кто же мог знать? С точки зрения трансерфинга чуда, здесь никакого нет. Просто вы настроились на частоту целевой линии, обрели решимость иметь, и внешнее намерение перенесло вас на эту линию жизни. А там появляются новые возможности и открываются двери, о которых на прежней линии вы и не могли подозревать. Мы настолько привыкли к устоявшимся стереотипам, что принимаем их за ценный опыт, накопленный человечеством. На самом деле стереотипы формируют маятники, а люди лишь вынужденно соглашаются с ними. Все общество базируется на маятниках, которые живут и развиваются самостоятельно, по своим законам, как энергоинформационные сущности, подчинившие себе приверженцев. Их влияние на человека настолько велико, что его разум буквально затуманивается и теряет способность мыслить независимо и осознанно. Взять, например, преступления германских нацистов в годы Второй мировой войны. Они творили жуткие вещи. Может быть, фашисты были очень жестокими людьми с патологически-садистскими наклонностями. Нет, большинство из них были такими же нормальными людьми, как мы с вами. У них были семьи, они также любили своих близких и заботились о них. Возвратившись с войны, они включились в мирную жизнь и вновь стали обычными добродушными бюргерами. Почему же добропорядочный семьянин, оказавшись на войне, превращается в зверя? Потому что его разум оказывается во власти маятника. Приверженцы, вовлеченные в битву маятников, в буквальном смысле не ведают, что творят. Особенно четко это видно на порой бессмысленных и жестоких поступках подростков. Молодая и шаткая психика особенно беззащитна и подвержена влиянию. Взять каждого такого подростка в отдельности. Разве он жесток? Вовсе нет, и его родители поклянутся в этом. Но попав под влияние маятника, например, став частью толпы, он перестает отдавать себе отчет в том, что творит. Разум члена толпы в буквальном смысле спит, поскольку захвачен в петлю маятника. Помните механизм индуцированного перехода? Все зло, жестокость и насилие в этом мире происходят не от якобы низкой натуры людей, а от алчной природы маятников. Душа человека не знает зла. Все зло сосредоточено в разуме, как налет от деструктивного влияния маятников.
Маятники провоцируют людей применять насилие не только по отношению к другим, но и к себе. Как вам нравится бравый лозунг «Кто не рискует, тот не пьет шампанское»? Он содержит в себе провокацию, призыв поставить на кон свое благополучие или жизнь во имя чужой идеи. Разумеется, если идея не чужая, а своя, и риск оправдан, может быть, и стоит рискнуть. Однако нет ничего глупей, чем неоправданный риск с угрозой для здоровья и жизни. На рискованное действие человека провоцируют маятники, потому что страх, напряжение и возбуждение, которые при этом испытывает рискующий, это их излюбленные энергетические блюда. Маятник, используя стереотип ложной смелости или с помощью и конкретного приверженца, пытается подцепить свою жертву, но не дрейфь. Покажи, на что ты способен. Ты же не хочешь выглядеть трусом. И человек, наполненный внутренней важностью, бросается доказывать обратное всем и себе. Он в ловушке ложного стереотипа, ему не приходит в голову, что он не обязан никому ничего доказывать и может начихать на мнение манипуляторов. Чувство собственной неполноценности заставляет человека идти на поводу у маятника. Очевидно, что неоправданный риск – это вовсе не проявление смелости, а стремление скрыть свои, опять же, ложные комплексы. Разум безответственно распоряжается жизнью своей души в угоду сомнительным стереотипам. Бедная маленькая душа, сжавшись в комочек, с ужасом смотрит на то, что творит оголтелый разум, но ничего не может поделать. Разум ведет себя по отношению к душе в лучшем случае, как хронический неудачник, вымещающий свою никчемность на домашних, а в худшем как пьяный и обезумевший скот, избивающий своего беззащитного ребенка.